Здравствуйте, меня зовут Миша. Мне 27 лет, и на мотоцикле я примерно с 2015 года езжу. Не катаюсь, езжу. И, конечно же, большое детство с дедом на дырчике в селе. Я работаю многопрофильным работником в своей маленькой компании, которую держат и мои родители. Мы продаем дверную фурнитуру из Италии, из латуни, дверные ручки, петли, замки, всякое тому подобное. Помимо работы гоняю, езжу на скейте, катаюсь на велосипеде, постоянно куда-то выбираюсь в лес. Зимой занимаюсь горными лыжами профессионально. Уже, конечно, это было в прошлом, но поддерживаю. И играю на нервах у соседей каждое утро в 6-7 утра, заводя эту штуку. Несешься и как работаешь как будильник. До СР-ки у меня был мопед Yamaha UB1. Маленькая история, которая как вообще получилось так, что начал ездить на этом мопеде. Я вообще старый велосипедист, фиксер, скажем так. И когда только эта вся движуха была, я увлекся велосипедом. И ребята, которые были намного старше меня, когда им это все надоело, кататься на фиксированной передаче на велосипеде по Москве, идиотизм, колени убиваются, спина убивается, а все пересели на мотоциклы. Естественно, первый был Юбишка. Она маленькая, она прикольная, она стоит всего лишь 50 тысяч рублей, она пуляет как не знаю кто, поэтому мой выбор пал на этот мопед. Я нашел паренька, который был знаком с примерно моими друзьями, там, через 2-3 рукопожатия, и я поехал за этим мопедом. У меня не было опыта давно, то есть я в последнее время только ездил с дедом в селе, это было очень давно, когда я был совсем маленьким. И тут я решил себе купить этот мопед, накопил денег, где-то подзаработал на курьерстве и взял друга. Поехали. Он мне дал свой шлем огромный какой-то вместе с акульим рисунком. Приехали мы на шоссе энтузиастов к этому парню. Этот паренек метров за 300 видит, что нас двое. Убегает. Просто разворачивается, бежит за своим отцом. Кричит ему: батя, пойдем, пойдем. В итоге просто он думал, что мы его побьем и заберем. В итоге нет, все нормально. Я покупаю этот мопед, еду себе на черемушке, раз 10 глохну. Раз 20 не могу его завести. История дальше с этим мопедом была такая, что у меня опыта не было никакого особенного, а он заводится с кикстартером. Я же насмотрелся интернета, видео, изирайда и тому подобных. Думаю, надо подойти, взять и завести. Но это же мопед, так не работает. И в итоге я целый год, я его только с толкача заводил, потому что каждый раз, когда я подходил, раз, а он не заводится. Только через год я понял, что надо подергать ногой посильнее, чтобы он завелся и чуть-чуть поддать газом. Ой, сейчас у меня Yamaha SR400, либо можно сказать просто сырок, глазированный сырок. 2004 года рождения, 399 кубических сантиметров. Вот он. Красивый, прекрасный, переделанный, конечно, но в стоке он тоже красивый очень. Почему я выбрал этот мотоцикл? Хороший вопрос. Почему я выбрал этот мотоцикл? Что в нем такого? Давайте начнем с того, что, во-первых, это классический мотоцикл. Ломаться здесь особо нечему. Почему я выбирал его? На самом деле тоже такой момент. Скажем так, вы покупаете мотоцикл и хотите его переделать, и хотите сделать что-то типа тому подобное. Вы думаете, доступность, кто это сделает, если вы сами этого не умеете, и какие есть уже готовые варианты, чтобы можно было хотя бы ознакомиться. И мои друзья, которые сейчас друзья, тогда это были для меня чужие люди совсем, они делали в основном либо SR-ки, либо всякие а-ля Kawasaki Vulcan и Honda Steed и тому подобное. Но там на этих больших круизерах ты пришел, сел, нажал кнопку, и магии нету. Что-то не то. Здесь приходишь, подсос, подергал, прокачал, чуть-чуть подбавил раз. Все включил, скажем так, где-то, может, проводку подсоединил, чтобы все работало. Раз, завел и уножил. Живой мотоцикл.
История про распил вообще и про всю вот эту штуку довольно забавная, интересная. Все началось с того, что я поехал в прекрасный город Наукоград Дубна на мероприятие Fun Jump. Быстро расскажу, это мероприятие, которое проходит у них каждый год, может, уже закончилось, на берегу реки, на берегу канала имени Москвы. Ребята строили огромный трамплин и на велосипедах, скейтах прыгали туда. Мы приехали с палатками, все как всегда, пьянка, гулянка, девчонки, все круто, красиво. И рядом с моей машиной подъезжает огромный Dodge Ram. Длиннющий-предлиннющий. И оттуда вываливаются чуваки с девчонками, вытаскивают просто седуху, которая была у них. Они просто ее берут, выкорячивают, садятся в нее, и все. Там оказывается, что мы знакомы, там через опять же несколько рукопожатий, что эти ребята тоже там катались на велосипедах, на скейтах. И все в итоге друг друга знают. И хозяин этого доджа Илья Иванов, Каркас. Золотой мастер на все руки. Я ему рассказал историю о том, что я хочу вот себе такой-то мотоцикл, и он говорит: Мишаня, покупай, приезжай, все сделаю. Купил, приехал, начали делать. В основном все работы делал Илюха. Он варил, он техничку мне говорил, что как, что. Мы измеряли. Весь обвес, все детали, которые вот я хотел, как я представлял мотоцикл, вот я его так их представлял в плане того, что у меня была картина. Очень много интернета прошерстил. За время, скажем так, знакомства со всякими этими кастомами мне в душу запала мастерская из Японии двухпроцентники, если говорить по-русски, или 2%. И там мастер Катоши, по-моему, я честно, может, не вспомню, как правильно имя его звучит на японском языке, но мастер он еще тот. Он переделывает в основном одни эсерки под разные, либо под чопперы, либо под боберы, либо, кофе-рейсер немножко там, и в основном классика такая в стиле 70-х. И он держит магазин и делает в основном практически все запчасти ты можешь купить у него. Да, я пошел по этому дурацкому пути, я решил все купить. Это мне помогло сделать то, что сейчас появилось, потому что, была вот эта вот идея, мечта, да, хотелось там чоппер, такое вот это вот, чтобы сесть, да, с пузом, выпить пивка и вот это вот довольным ехать медленно, попердывать, и чтобы все смотрели. Классно? Классно, душа радуется. Что еще нужно? Ты в этот момент просто наслаждаешься жизнью, расслабляешься, и все где-то там и остается, а ты просто едешь, кайфуешь. И вот это для чего нужно. Это же неудобно, ни хера. Вы же понимаете, это все понты и выебоны. Начнем нашу маленькую гид по SR400. Начнем с первого переднего колеса. Скажем так, SR-ка есть разных поколений. Отличается на чем? В основном второе поколение передний барабан, минимум электрики, и все. Третье поколение отличается тем, что у тебя впереди стоит дисковый тормоз, и появился мобилайзер. На четвертом поколении уже инжектор стоит. Я взял себе третье поколение просто потому, что подумал, что все-таки информативный будет дисковый тормоз. Опять же, у двухпроцентников ты можешь выбрать либо под барабан, либо под дисковый тормоз, купить полностью комплект. Я купил полностью комплект, переспецовал. Все, вообще класс. 21 переднее колесо. Красиво. Дальше. Идет проставка, как говорится, третья траверса на вилке для жесткости. Объясню почему. Потому что удлинил вилку на целых 15 сантиметров. Хотя изначально я, скажем так, заказал у нашего хорошего токаря, Паша Тол, ты лучший, заказал из дюраль 7,5 сантиметров. Но в итоге мне оказалось мало. Хотелось еще побольше выноса вот этого. Поставил 15 сантиметров, заказал. Это опять же у двухпроцентников, это нержавейка. Как она называется? Она покрыта хромом. Нержавейка покрыта хромом. Дальше. Красивая треугольная фонарик, лампочка. Как эта херня называется-то? Фара. Красивая передняя фара треугольником, которую можно купить на Алиэкспрессе за 1500 рублей. Она болтается, как не знаю кто. И ты постоянно думаешь, что она сейчас отъебнет где-нибудь. Руль по стандарту 25, по-моему, сантиметров вылета. В ширине, как плечи. Померьте сами. Нормально, в принципе. Снял эти дурацкие переключатели стандартные, все это поубирали. Да, машинка осталась старая, стоковая. Все, руки не доходят, чтобы поменять и нормальную сделать красивую какую-нибудь баночку, поставить туда жидкостью, а не вот это вот. Ладно, не мешает и нормально. Проводку всю засунули в руль. Долго очень колупали с этим. Осталась огромная коса.
ну, ездит и нормально. Бак. Это, конечно, отдельная история, потому что бак пластиковый. Опять же, тоже притащил из Японии его. Все вроде красиво, классно, удобно, легко. Покрасил мне его Антон Савицкий, Freehand Store, пинстрайпингом, крутыми красками, которые бензин не смывает. Короче, если нужно краситься, идите к Антохе, он мастер. Тут встроенная реклама, поехали дальше. А бака буквально 6,5 литров хватает, ну, километров 150, поэтому тут покатался и заправился. Покатался и заправился. По вот этим вещам всем подножки и тому подобное. Самая дорогая дурацкая деталь, вот это вот комплект подножек вместе с тормозом обошлась мне больше 20 тысяч рублей. Дорого, да, дорого, но красиво, но удобно. Так как я занимаюсь дверными ручками из латуни, то я решил выебнуться и поставил себе педаль латунную. Но я купил комплект кикстартера, опять же, у двухпроцентников, и у них очень забавная история, что они изготавливают вот эту вот деталь, ну, неправильно. То есть она по изгибам должна быть зеркально наоборот. И когда ты проворачиваешь кикстартер, то она постоянно черкает тормоз задний. Я посмотрел весь Инстаграм, посмотрел YouTube этой мастерской двухпроцентников, и у них у всех вот здесь вот прочиркано, потому что они никак не могут сделать это нормальным. Ну, как бы издержки производства, почему бы и нет. Все, да что, карбюратор стандартный, нулевик, да ладно, все это вынесли выключатель на свет, потому что третье поколение стоит иммобилайзер. Нужен аккумулятор, чтобы он считался и завелся. Долго думали, как убрать это. Аккумуляторы стандартные, очень большие. Сначала решили оставить иммобилайзер и поставить конденсатор, чтобы он накапливал, скажем так, и... Нет, никак. Ну вот один поставили, не пошло. Второй большого объема поставили. Нет, он все равно не хочет накапливать. В итоге засунули самый, ну ладно, может быть не самый маленький, но довольно-таки, ну, вот такой вот, скажем так, вот аккумулятор. Я перепаял там провода, чтобы только вот эта срабатывала штука, и, скажем так, все работало. Сидуха King's Queen ручной работы. Взяли, сделали из металлического листа, просто выгнули там. Удобно. Насчет того, чтобы сказать, что ты садишься и тебе удобно? Ну нет, неудобно. Ну, мне говорили, когда мы делали все замеры, они, ну что, как, да ладно, нормально все сидится, ну что, педаль там, ну, колени не лезут выше ушей. В принципе, нормально. Мастер, который шил все это дело, его зовут Александр, за небольшие деньги, в принципе, ну, за 2 месяца он сам это все шил, всю пенку сделал, приехал, поставил, сел, диван, класс. Класс, все отлично, ударили по рукам и разошлись. В Сидухе есть небольшой прикол. Она удобна только когда ты на пассажирское кресло, скажем так, кладешь большую сумку, набиваешь ее всякой ненужной фигней, какие-нибудь куртки грязные, там, вонючие и тому подобное, засовываешь, ложишься, и все, и можно ехать хоть в Питер, хоть в Магадан. Едешь, удобно, ноги поставил на мотор и кайфуешь. Подвески короткие только потому, что красиво, но ездить вдвоем на них невозможно, потому что просаживаешься. Опять же, не те расчеты, не так все получилось. Можно поставить, у меня есть второй комплект стандартных 320 мм амортизаторов, и тогда ты можешь ездить, да, с пассажиром. Классно, красиво, все очень удобно, мягенько, но из-за того, что оно у тебя выглядит как Франкенштейн какой-то. Ну, представьте, да, огромные вот эти вот подвески, вот эта вот вся конструкция, выглядит как, знаете, был такой, есть в Инстаграме Iron Toys, паренек в Японии, вот, и у него была бэха, вот эта оппозитная бэха, и он с такой огромной сидухой, огромной вилкой, вот он на ней гонял, пока он ее не разбил. Очень похоже, когда ставишь большие подвески, похоже на вот эту вот его бэху. Да, кстати, до вот этих всех подвесок у меня стояли лома. Мы их завинтили, обычный просто квадрат, зажали в тисках, покрутили, получилась вот такая вот завитулька, поставили, 265 миллиметров было. И вот когда мы собирали мотоцикл, полгода его собирали, только собрали, конец августа. Я успел поездить буквально пару неделек, и ребята говорят: Мишаня, поехали на Original Meet, гоним. И я поехал вот это в Питер на ломах. Сказать, что это классно, ничего не сказать. На обратном пути я понял, что у меня спина просто меня послала нафиг, и больше ездить на ломах я не хотел никогда. И это все, конечно, красиво, классно. Хардтейл,
но спина отвалится очень быстро. Самое главное, из перепилов. Перепилили подседельную трубу, сделали небольшой дроп, чтобы, скажем так, жопа погрузилась вниз немного и коленочки поднялись. Неудобно, но красиво. Дальше куча листового металла, погнули, согнули, где-то приварили, где-то отрезали. И получилась такая конструкция со съемной накладкой, CC-бар на 8-х, что ли, трубах. Ну, нормально. Резонирует, кошмар, все вот так вот работает, но держится. Обычный выхлоп Trumpet Muffler, как он так, я не помню, как он там правильно называется, вместе с фиштейлом уже раз отрыгивался, 2, 3, там еще, короче, у SR-ки есть очень хорошая вещь, которую мы в первый же момент отпилили. Вот на этом треугольнике дальше идет специальное крепление, куда ты вставляешь сайлент-блок, и труба твоя прикрепляется так, что, ну, в плане все держится крепко и нормально. Но, естественно, мы этот момент отпилили и приварили какой-то треугольник, потому что посчитали, что так будет жестче. Нет, нифига. Когда я ездил второй раз на Original Meet, на обратном пути, после этой прекрасной выставки, мы едем обратно в Москву, в воскресенье, день чудесный, я только со СКАДа съезжаю на Московское шоссе, и у меня отваливается выхлоп. И все. И 11 часов домой на патрубке. Потому что ничего не могло его спасти. Он просто разломался пополам. Я его, слава богу, спасли ребята, поймали его на этом шоссе, чуть ли там под КамАЗ не улетел. Да, поворотники есть, но они декоративные, потому что они не работают у меня. Ну, менты, когда тормозят, есть, все нормально. Ну и, в принципе, все. Из мотоцикла переделок ничего такого нету. Да, по стоку, он идет примерно, выдает лошадок, ну сколько там, 25-27 лошадок, да, в зависимости от конфигурации. А у меня мотор, получается, чуть-чуть переделанный, может быть, чуть-чуть расточенный. И когда я ездил к Паше Кейхен-Лаб Подольск на Диностенд, он мне настраивал его и сказал, что что-то там не то, что-то там дает намного другие показатели, и в итоге на обычном старом стандартном карбюраторе он 32 лошадки мне сделал. Ну, как бы, 32 лошадки. Ну, ничего такого. Едет быстро, нормально, я не жалуюсь. Что хочу я менять в мотоцикле? Мотоцикл? Не знаю, если на самом деле заниматься этим дальше мотоциклом, то тут довести, если только его до того состояния, которое он, наверное, изначально планировался. Но это состояние не позволит ездить, скажем так, по дорогам общего пользования. Особенно с ужесточением правил, технического осмотра и тому подобное, то в следующем году, скорее всего, он станет тыквой. Поэтому я думаю, что я его оставлю таким, какой он есть. Максимум, может быть, поставлю рыло пошире, руль пошире, чтобы просто было удобнее. А вообще, я думаю, брать на следующий сезон такую же SR-ку и делать ее в стиле чоппера тоже, но чтобы по всем техническим параметрам у ДПСников она проходила и не было заветных 12.5.1. Поэтому будем ковыряться с новым таким же. А этот я оставлю своим детям, 100%. Зачем мне нужен такой мотоцикл? Выпендриваться? Нет, не так, нифига. Почему перепиленный? Ну, потому что хочется выйти за рамки комфорта, через эту зону, вот собрать себе что-то такое, что у никого нету, и ездить на этом, любить это, понимать это каждый день, что вот это твое, и другого больше никого такого нету. И оно дает какое-то, наслаждение этой жизнью, что ли, не знаю. Может быть, ты едешь, и ты можешь ехать на обычном мотоцикле и тоже кайфовать. Ну, ты едешь на мотоцикле, который довели до ума мастера, которые все работает как часы. Но иногда становится скучно. А когда ты сделал мотоцикл под себя, и он неудобный, ни черта, и он орет, и он ломается постоянно, но он твой. И это ты его сделал. И такого больше ни у кого нету. И в этом чувствуешь свободу творчества. И живя в такой стране, где с каждым годом все закручиваются гайки все сильнее и сильнее, иногда хочется глотнуть этого свежего воздуха, просто прийти, пнуть педаль, завести и умчаться куда-нибудь вдаль.
Я так и делаю. Пожелаю одно. Есть одна очень прекрасная книга, которая дала мне вот этот драйв жизни. Есть фраза: «Не сбавляй оборотов, не гаси огней». И так она и называется. «Не сбавляй оборотов, не гаси огней». Книжка Джима Доджа. У него буквально 3-4 книги. И это road story про мужика, который перегоняет Кадиллак через всю Америку. И там с ним целый рок-н-ролл происходит. Читайте, ездите, делайте, живите на полную.